Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Второй прогноз на следующую неделю. Давайте посмотрим, да? Следующая неделя с 11 по 17 мая. Беру старшие арканы, и один старший аркан отвечает, как обычно, да, за общий энергетический фон следующей недели. Вот эта карта. Так. Дальше. Послание стихий. Почитаем ее, что стихии расскажут. Вот такая вот. И гексаграмма «Книга перемен». Как всегда, почитаем ее в конце расклада. И посмотрим, послушаем, что она расскажет. Какая неделя будет с 11 по 17 мая. Вот такую возьмем. Угу. Начинаем с общего энергетического фона. Так, Луна. Ну, есть что-то такое, да, что, как и Верховная Жрица, но тут больше даже вот Луна, это сон, это тишина, это что-то окутанное тайной. Да, можно сказать, легко можно сказать, что неделя с 11 по 17 мая по общему фону, она действительно будет окутана тайной и тишиной. Вот эта карта говорит о том, что не все будет очевидно. События будут развиваться скрыто, и главные ответы, вот, которые вам нужны, они придут не из логики, а по Луне они больше как из интуиции. Больше чувствуйте и поменьше думайте, так что ли? Ну как-то вот такую энергетику, вот такой посыл я тут считываю. Больше чувствуйте и меньше думайте. Не знаю, как это правильно, но дальше по поводу думать там, не думать, и по поводу денег, там, поездки, все это тоже рассмотрим, да. Но общий фон, он интересный, он действительно интересный. Включайте интуицию, вам очень много будет подсказано на всей неделе, вот во всю неделю, вот в каждое число. 11, 12 до 17 мая какая-то подсказка будет. Сюрпризы готовьтесь получать. С кем-то общаться будете. Неожиданно. Общая энергетика, она больше здесь как лицо, цветы направлено, не закрыто в принципе, да, вроде бы как и скрыто что-то, но и в то же время подсмотреть можно. Энергетика, она больше как время доверять предчувствиям и снам, не торопить события, позволить пространству, каким-то, не знаю, ситуациям, да, самим раскрываться перед вами. Вот самое главное, но это очень сильный аркан, именно на неделю, когда выпадает, да, успокойся, расслабься, у тебя все будет вовремя. Реально слушайте свой внутренний голос, он будет звучать громче, чем обычно и чем что-то другое. Вот ваш внутренний голос. Здесь еще будьте аккуратны, не вступайте в конфликты, потому что очень больно будет. Вот вроде бы спонтанно, с какого-то непонятного слова, очень больно потом будет, как будто бы оно будет... Ну вот как босиком по осколкам. Вот такое вот. Вообще неделя прекрасная. Но предупреждение есть. Неделя спокойная, нормальная. Будут какие-то встряски. Будут. Будут какие-то громкое что-то будет. Может, у кого-то гром будет, реально. Погода меняется, да?
Может и так. Но что-то такое громкое. Кто-то что-то вот закричать захочет, что-то вам сказать который раз подряд захочет, чтобы вы услышали. Что-то будет такое. Не реагируйте сильно. Просто принимайте, выслушивайте, увидьте, да, что-нибудь, что вам подскажет, поможет. И вы будете на нужной, на правильной волне. Неделя прекрасная, но со своими изюминками. Вот такое вот. Ну давайте посмотрим дальше. Это жезловая масть. Так, планы действия поездки, реализация. Победа. Хорошая карта для этой масти. Значит, с 11 по 17 мая в делах и перемещениях наступает время триумфа. О, какое ощущение здесь. Да. Знаете, иногда Луна просит молчать. В то же самое время шестерка жезлов, она требует действовать ярко. Здесь есть какая-то, вот говорю, изюминка. Где-то надо промолчать, но в свой триумф, в свою радость действовать. А промолчать, скорее всего, там, где нервируют, не знаю, там, переживаете, боитесь, ну что-то типа этого. Вот там надо немножко быть спокойнее. Но по вот этой карте надо действовать ярко. Вы лидер. Вот здесь вот по этой карте вы лидер этой недели. С 11 по 17 мая вы будете обладать харизмой, способной зажечь окружающих. Это огонь. Зажечь окружающих. Давайте я другую колоду еще возьму, буду дополнять. Но здесь харизма ваша просто выйдет наружу. Ох, вам, по-моему, и одеваться красиво не надо будет. Вас все увидят, вот просто великолепно выглядите. Вот такая неделя. Вот такая вот энергетика, которая будет вам сопутствовать. Так, четверка пентаклей, все мое при мне. Вот. Луна. Но и в то же время это карта судьбы, это 20-й аркан. Нет, это не Луна, это же затмение, да, больше как, можно сказать, и Луна. Здесь есть энергия Луны, тоже присутствует. Потому что 20-й аркан, высшие силы, они же на небесах, там много планет. И как бы оно сочетается. То, что ваше, вы не отдадите. То, что ваше, на этой неделе придет вам в руки. Судьба позаботится. Судьба очень хочет каждый день вашей недели, ну, ваших дней, вашей жизни, вашей недели. Давайте говорю, вашей недели, да, так как расклад на неделю с 11 по 17. Он будет как по написанию, как по написанному. Единственное, что здесь, да, идут советы. Советы такие вот. Там так будь, а тут вот так. Смотрите, по жезловой масти поездки, да, если вот посмотреть по этим картам по поводу поездок, они будут статусными, ну и успешными. И судьба, и мое, и еще и туз мечей. Вот ваша поездка, и она успешная. Деловые встречи, да, пройдут под вашим полным контролем. В ваших руках туз мечей. Совет такой от судьбы. Берите ответственность на себя. Будьте решительны и не бойтесь проявлять амбиции. Но только в хороших, вот то, что ваше, в хороших моментах. Поэтому здесь и карты подсказали. Видите, Луна все-таки есть что-то, что нужно вот потерпеть, где-то слушать, где-то не слушать, что-то откинуть, от чего-то отвернуться, где-то промолчать. Но и в то же время по жезловой шестерке надо действовать.
Вот и еще раз говорю, судьба будет давать много шансов, реально много, что ваше, что вы давно не получали, давно не видели, давно не слышали. Все в ваших руках. Берите ответственность, не бойтесь, если оно вам надо. Если нет, ну, значит, тоже пропустите мимо. Ну, хочется же и отдыхать тоже в этой жизни, да? Вот. Но карты говорят, да, берите ответственность на себя, будьте решительны и не бойтесь проявлять амбиции. Вы на... Вот хочется сказать финишной прямой, но финишная прямая здесь больше как к разрешению чего-то плохого, чего-то непонятного и чего-то долго тянущегося. Потому что финишная прямая у вас еще ого-го, как далеко, поэтому о ней мы еще много-много-много у карт расспросим. Вот, а на этой неделе вот так. Что еще карты скажут по жезлам? Вы сила. Я же говорю, вы сила, вы харизма ходячая на следующей неделе. Ну, может быть, вы уже смотрите на этой неделе с 11 по 17, да? Четверка мечей идет выздоровление и понимание какого-то очень важного вопроса, ситуации. Вот как разберетесь. Это как затишье перед бурей, можно так сказать. Вот. Королева кубков, любовь к вам идет на этой неделе, какие-то очень интересные посиделки будут, новые возможности. С каким-то человеком познакомитесь, очень интересным, хорошим. Вот опять луна выходит. Все-таки вышла в этой колоде луна. Да, у вас все в руках, вот все в руках. За вами будут наблюдать, будут. Вот император. Мужчина какой-то, даже если мужчина сейчас смотрите, вот какой-то мужчина за вами будет наблюдать. Это или по работе, или сосед, вот какой-то мужчина. Вы его знаете, реально знаете. Еще хочу тут сказать по колесу года. А ну, следующая карта. Ну, это ваша судьба в ваших руках, это понятно. Любовь. Любовь идет. Планы, если у вас есть планы по поводу любви, они у вас под колесо года подходят. Любовь к вам идет. Вот так вот на этой неделе. Какое-то, знаете, ощущение праздника, хотя бы чуть-чуть, да, потому что есть такое по луне, что вас больно бьет. Психологически, морально, то, что визуально даже, что вам не нравится, да. Но на этой неделе, если вы будете действительно вот прислушиваться немножечко к тому, что говорят высшие силы через этот расклад, неделя просто великолепно пройдет. И много-много зацепите с нее, то, что нужно вам будет. Здесь еще буду смотреть, но я вижу по поводу детей. Будьте аккуратны, пусть ваши дети... Ну, в общем, если они взрослые, все равно скажите поздно ночью, чтобы были аккуратней. Чтобы не ходили. Все-таки дети с Луной рядом еще туда смотрят, как бы вот карта на Луну выходит. Ваша любовь, ваше предостережение поможет им избежать чего-то не очень хорошего. Еще направьте их на какое-то тоже правильное дело. Вот реально ваша ответственность хоть чуть-чуть, просто ваше слово даже. А поступи-ка ты, ребенок мой, вот так. И это принесет очень большие, хорошие результаты. Если иногда, может быть, нужно молчать, да, ребенок сам типа решает, что делать. Вот в эту неделю как раз-таки ваша сила, она исправит какую-то не очень хорошую по Луне ситуацию. И зажгется новенькое что-то, и судьба встанет на свои рельсы. Вот так вот тут даже идет. Все, пока. Давайте смотреть дальше. Это пентакли, финансы, ресурсы. Смотрим их. Так, а это даешь, не даешь, берешь, не беру, да? Угу. В денежных вопросах появляется какая-то молодая и свежая энергия. Но это время не для огромных каких-то ситуаций. Ну-ка, сейчас. Сейчас, одну минуточку.
Есть такое, да, время передыха, передышки. Есть такое, сейчас скажу. По поводу финансов. Но появляется, реально появляется какая-то свежая идея, свежее какое-то понимание, свежая энергия по поводу каких-то дел, каких-то денежных интересных вопросов. Но это время не для огромных кушей, не для огромных каких-то вложений. Маленькое, если что-то хотите намечено, да, что-то вкладывать, чуть-чуть. Подождите, много нет, не вкладывайте. Не тратьте деньги на этой неделе много. Это время для очень перспективных начинаний. Но не тратьте. Как будто бы, знаете, как будто бы в Луну денежная энергия уйдет. Вроде бы вот, да, кто-то попросит, куда-то надо. Но нет, карты говорят, и Луна тоже. Подожди. Подожди немножко. Может быть, к концу недели что-то вот поймете, прочувствуете, и да, будете вкладываться, либо что-то там подсчитывать уже, да. Но, скорее всего, перепрыгнуть эту неделю придется. Здесь возможны, очень возможны небольшие денежные поступления, которые будут вас радовать. Вот. Может быть, где-то даже огорчитесь, потому что хотите больше. Но вот больше будет позже. Реально, больше будет позже. Есть еще такое, что новая работа может у кого-то намечаться, выгодное предложение, как после долгого ожидания. Может быть какая-то мысль, какая-то идея об обучении. То ли вы кого-то начнете обучать, то ли вы куда-то пойдете, где-то что-то подучить, да, что-то новенькое, может быть, освоить. Это то, что нужно. Новые начинания очень перспективные. Луна растет. Это месяц, который растет. Но деньги пока не тратьте. Деньги уже при полной луне. Здесь просто загадывайте. Загадывайте, стучите своими денежками, да, чтобы они приходили, прибавлялись. Это как рост. Но не вложение уже сейчас. Вот такое вот. Ой, о, Верховная Жрица, выпрыгиваешь, да, спрыгиваешь. Да, будьте внимательны к деталям, потому что Верховная Жрица просто так не приходит. Она скрывает то, что даже судьба может не сразу сказать. Верховная Жрица — это закрытие. Где-то светлая полоса, где-то темная, черная, да, но подсказочки от нее все равно должны быть. Будьте внимательны к деталям. Сейчас хорошо начинать копить, кстати, очень хорошо начинать копить, планировать свой бюджет или осваивать новые какие-то навыки. Но это как совет от нее идет больше. И вот это все в будущем принесет стабильный доход и очень позитивный результат, очень позитивный. Это как будто бы неделя, это зерно, которое ты будешь сажать, или которое ты посадишь и будешь растить. И оно вырастет в ваше финансовое дерево. Реально, оно вырастет в ваше финансовое дерево. Четко идет энергия. Карты потом уже. Сначала энергия, потом карты подтверждения. В руках пентакли. Финансовая энергия в ваших руках. Вот так вот. Так, давайте еще посмотрим. Да, по поводу, раз эта карта вышла, вот давать ли в долг, брать ли в долг. Ну, обычно я тоже это спрашиваю на всякий случай. Ну, чтобы не упустить, все-таки Луна вышла. Месяц тайны, месяц каких-то там, может быть, непонятных, неожиданных действий от людей за спиной. Такое тоже бывает. Сейчас посмотрим, что карты скажут. Ну, карта силы — это прекрасно. Сила есть. Значит, сила в ваших руках. Сила в ваших руках. Просто на ответ. Семерка пентаклей, нет, постой. Да, он стоит и ждет своего хорошего куша. Такого большого
большой прибыли, да, или что-то такое хорошее, как говорила, да, вам семена сеять. Вот он ждет уже урожай, как бы. Это ваша карта вот на эту неделю. Создавай, планируй, действуй, но не сильно уж вкладывайся и отдавайся. Смотрите, по поводу долга, ну вот брать или там отдавать кому-то, да, категорически нет. С 11 по 17 мая категорически нет. Эта карта просто так опять же не выходит. Ты ждешь свой урожай, ты ждешь свое, чтобы реально, конкретно тебе повезло. Поэтому отдавать на этой неделе нет. Тут семечко. Если ты семечко это отдашь, оно у тебя уже не вырастет, у кого-то там расти будет. На этой неделе энергия денег должна работать на вас. Дав взаймы, вы можете заморозить свой финансовый поток, но даже можете испортить отношения с человеком навсегда, если дадите в долг, допустим, да, он там потеряется где-то. Либо вы просто даете деньги, а идете навстречу какую-то и не можете договориться, потому что идет энергия поломанная, облома какого-то энергия идет. Так что нет, категорически. Не давайте деньги в долг. Брать ли самому, да, это как интуитивно, скорее всего. Вот вам будет подсказка. Это высшие силы, это верховный жрец выходит. Это будет подсказка. Ну, тоже призадумайтесь. Если, в принципе, знаете, если много думать, можно и ни к чему не прийти, да, все равно. А как? Если очень надо, и вы чувствуете нормально, возьму сейчас и вот в этот день отдам. Все. Если вы хотите взять, но не знаете, отдадите ли, то тоже не надо. То тоже может прерваться денежный поток, который должен прийти к вам. Вот он должен прийти, а не мелкий какой-то долг, кредит на сегодняшний день, как говорится, да, с 11 по 17. Но Верховный Жрец именно так говорит. Ну, у вас чуйка откроется, вы поймете и решите. Ключики у вас будут. Вот, чтобы решить этот вопрос. Но кому-то ни в коем случае, это точно. Еще что карты скажут по поводу денег. Ну, туз мечей хорошо, это все в ваших руках, начинание, продолжение. Но еще по тузу мечей, чтобы получить реально свой большущий, реально заслуженный результат, отложите на этой неделе примерно 20% от пришедших сумм. Вот что у вас пришло, какое-то вот на карточку перечисление, допустим, да, либо сколько, вот посмотрите, у вас сейчас в кошельке, ну, либо с 11, да, вот в понедельник в кошельке сколько у вас. И вот из кошелька 20% отложите на всю неделю, пусть лежат, не тратьте. Если очень-очень понадобится, ну тогда возьмете, значит время пришло. Значит время пришло. Если нет, переночуют с воскресенья на понедельник, и там энергия как завяжется в большой такой сильный узел, который уже не развяжется. На следующей неделе тоже будем смотреть предостережения, но вот это мне очень нравится, этот посыл. И высшие силы здесь выходят, и четко ответ на вопросы. Так что да, 20% точно отложите и не тратьте их до конца недели. До конца недели. Остальное можно направить на развитие своих дел, какие-то там интересные, нужные покупки сделать, да. Но неделя это не для транжирства, а для разумного вклада в будущее и в свое здоровье. А здоровье это еще и радость. Порадуйте себя чем-то, да, но не сильно так уж прям ого-го, потому что ого-го придет все равно и будет вас радовать. Но по чуть-чуть радовать себя необходимо. Вот, этот меч в ваших руках. Этим вы получаете свое, наконец-то, по чистому, светлому пути. Дальше, да? Дальше смотрим. Это у нас кубки. Кубковая масть и эмоции, встречи, отношения, что-то типа этого. Это выходит принцесса чаш, это паш чаш. Паш чаш.
Ну, смотрите, паж — это как она в мыслях, да? Он, она, ну в этой карте так нарисована. Вообще это карта пажа. Это как зона действительно еще и с Луной, зона тумана. Да, здесь есть искушение. Карта иллюзий и выбора. Еще и подсказочки будут. Или кто-то за вами наблюдать будет, или кто-то что-то подскажет. Но это ваш выбор. По-любому ваш выбор будет. Вот на неделе эмоционально, чтобы не попасть в зону, где штормит, да, нужно все-таки выбор сделать вот на какую-то удачу, спокойствие и продвижение. Но по поводу вот любви я вижу встречи. Я вижу здесь встречи для вас. И то, что вы задумали, почему бы и нет? Много желаний, много вариантов у вас будет в голове вашей на этой неделе. Да, трудно будет выбрать что-то одно, но если вы начнете наслаждаться моментом и не принимать судьбоносных решений, вы просто выиграете. Вы просто выиграете. Эмоции, они должны служить вам, а не на взбудораженность для кого-то. Вот так. Так, беру ту колоду, сейчас дополнять будем. Вообще неделя такая, как еще не конец мая, да, но все-таки чувствуется переход на летний ритм жизни. Чувствуется здесь. Вот опять эта карта выходит сейчас. И луна выходит. И звездочка выходит. Так. И сила опять, который раз уже. Угу. Да, есть такое, что и иллюзии могут быть, что-то себе нарисуете, надумаете, и выбор, да, должны будете сделать. Эмоционально не переживать, что что-то не получается. Все равно получится в свое время. Видимо, чему-то, может быть, не время будет, а вы начнете переживать. Ни в коем случае. Ждите, все для вас уже подготовлено. Сама Луна здесь как бы говорит, да, кое-что закрыто, но звездочки-то есть, они тоже светят. И в тебе сила. Так что принимай свою силу и радуйся этой жизни. Смотрите, по поводу отношений все-таки вижу. Они будут, но... Сейчас. Семерка мечей, та мечевая карта и маг. Знаете, вот как по звезде, да, по звездочке, встречи могут быть очень яркими, но они как будто слегка оторванные от реальности. Здесь и маг выходит, и вот эти переживания, и да, волнение, чтобы не было обмана, это тоже эмоционально, да, будет. И Луна еще и вот общий фон. Да, что-то такое вот есть. Сейчас я скажу. Вот по всем этим картам есть риск увидеть в человеке, который вам встретится на следующей неделе, и с которым вы будете встречаться, либо деловые встречи, либо любовные встречи, но будьте внимательны. Можно именно, ну, либо наконец-то, либо спонтанно, неожиданно, и не хотелось бы, да, у кого как, но увидеть в человеке то, чего в нем нет. Нет в нем это, а вы можете увидеть и отреагировать неправильно. Вот что здесь больше всего идет. Вот что все больше всего. Здесь нет такого, что вам может навредить, потому что Вселенная будет все равно держать вас под контролем и подсказывать. Все равно человек откроется там, где надо, но вот вы можете ошибиться. Угу. Здесь не по поводу людей снаружи, как говорится, да, других людей, которые к вам будут подходить. Здесь по поводу вас именно. Вот все, кто смотрите это видео, будьте аккуратны. Ваши эмоции, ваше понимание. Это риск. Это риск увидеть в человеке то, чего в нем нет. Например, человек рассердился вроде бы, и вам показалось, что это он на вас сердится, ненавидит и все такое, да? А он на самом деле
просто попал до встречи с вами в ситуацию, где нервы ему потрепали. И он, когда увидел вас, как будто хотел расслабиться, и вот и выплеснул. Он не вам делает плохо, а себя очищает. И не чтобы вас там, вам сделать плохо и придавить, как говорится, а чтобы, просто так получилось. Так что будьте внимательны. Можете подумать о человеке плохо, хотя совсем это не так, либо наоборот, да, такое тоже может быть. Иллюзии недосказанности могут всплыть в вашей голове, да, вот, и вы подумаете: ой, какой хороший человек. Нет, сначала посмотрите на него со всех сторон, вот маг 4 стихий, да, с 4 сторон, чтобы он вас реально не обманул там, не сделал плохо через время, и вы потом будете плакать, страдать. Это тоже может быть. Так что и в одну сторону, и в другую сторону, чтобы вам не брать сильно много в голову и не плакать, будьте просто немножко внимательны к людям, которые с какими-то энергиями, с какими-то эмоциями к вам будут подходить. Это хороший совет. Это прекрасный совет для того, чтобы реально дождаться своей силы, сила и так у вас есть, своей звезды счастья. Вот, и оно к вам идет. Вот. Вы на пороге открытия, вы на пороге ожидания. Любовь к вам идет. Вот так вот. Кстати, здесь еще в общении с родственниками, любовь, говорю, к вам идет. Карта, говорю, после того, как энергия уже пришла, карта выходит. А это по поводу, да, родственников. Дети, либо вы как дети у своих родственников, да, могут, вот в общении вы будете общаться, и с ними могут всплыть какие-то старые моменты, старые недосказанности или старые какие-то мечты. Не воспаляйтесь слишком сильно, потому что кое-что может из простого воспоминания или недосказанности вылиться, да, в какой-то скандал или в какую-то ссору. Не допустите этого. Расслабьтесь, потому что слово за слово — это не ваше на этой неделе. Такое тоже может быть. Как, знаете, как решите сказать что-то, а человек будет тоже говорить, и вот эта недосказанность начнет воплощаться, и вы на нервах, либо он будет на нервах, не реагируйте на его нервы, он успокоится и опять будет говорить: ой, извини. Так что вот эмоции под контролем, и вы получаете свое счастье. Угу. Однозначно. Да, вот то, что вот много желаний и вариантов, но трудно выбрать что-то, да, такое может быть. 7 мечей. Будьте внимательны, а то сами себя, да, можете обмануть. Но любовь к вам идет. Наслаждайтесь моментами. Но не принимайте судьбоносных решений на эмоциях. Но моментами наслаждайтесь. Вот наслаждение есть, но чтобы принимать какие-то судьбоносные решения, нет, не надо. Ждите свое. Просто радуйтесь, не знаю, общайтесь, куда-то сходите, потому что можете сами себя, да, завести в тупик, и ваши желания не исполнятся. Очень хочется, чтобы исполнилось. Так, что у нас дальше? Дальше острые моменты. Это мечевая карта. Стопочка. Что у нас тут? Острые моменты. Туз. Все-таки туз так и выходит, да, мечей. Но здесь как ваше тело вена из событий. И мудрость. Вот ваша мудрость. И видите, как он успокоился? Оно даст вам многое на следующей неделе. Вы из многих ситуаций, которые должны быть в вашей жизни, может быть, даже по стечению событий там каких-то, не знаю, по ситуации, по судьбе даже. Такое. Знаете, бывает такое по судьбе, что кое-что мы не можем исправить. Но по судьбе есть и то, что мы можем исправить. И если есть подсказка, значит, именно эти моменты мы можем исправить. Вот не смотрели бы вы это видео, вы бы, может быть, столкнулись с нервами, с
обидами от каких-то людей просто неожиданно, да, а потом думали, вот зачем так, все, ведь он не хотел этого, либо наоборот. А тут подсказочка есть, значит, это ваше видео, реально ваше. И эта карта говорит, что вы можете почувствовать себя, да, как вот мечевой туз, и вот вена такая идет. Вы можете почувствовать себя в тупике или в ловушке обстоятельств. Но по Луне секрет в том, что по вот этим картам эти путы воображаемые. Еще раз по этой же карте говорю то, что и здесь говорила. Воображаемые. Не ограничивайте себя страхами, мыслями «я не справлюсь», «я не могу уйти» или «я не могу проявиться». Не ограничивайте себя этими воображаемыми проблемами. Успокойтесь, и вам придет понимание. И вы то, что надо, возьмете в свою жизнь. И то, что надо, закрутите, прям как вот ключиком заведете новую мелодию в своей жизни. А ну, сейчас посмотрим вот здесь. Угу. Справитесь с любой проблемой. Не торопитесь и не нервничайте, не закрывайте себя от интересного и отходите от того, что разрушает. В вашей жизни просто супер все должно быть. Подсказки есть, все будет хорошо. Острые моменты — это подсказки всего расклада, скорее всего. Единственное, что здесь еще могу сказать, будьте внимательны, действительно, к какой-то панике, вот такое тоже может быть. Успокаивайте себя, просто вот садитесь и успокаивайтесь. И как оно? Если будете у специалиста, у врачей, допустим, да, если вам надо на следующей неделе посетить чего-то там такое вот медицинское, то заранее приготовьте вопросы, которые вы будете задавать, потому что вам нужно будет кое-что спросить, вы можете это забыть. Это еще подсказка. И еще здесь здесь, знаете, ну как я вену вижу от самого начала, но берегите свое сердечко. Вот такое есть. Знаете, как говорят, да, голова и сердце, если вдруг первые симптомы, сразу обращайся, сразу говори об этом кому надо. Вот. Ну, как-то так здесь. А так, ну, какое-то такое предупреждение есть, а и последняя как бы карта, здесь еще будем смотреть, конечно, но здесь как последняя карта после всего, да, у тебя вот хороший дом, стабилизация, радость, встреча с любимыми людьми, решение конфликтов, решение вопросов. Это твое, реально твое. Знаете, хочется сказать вот даже здесь, вот, как с закрытыми глазами, да. Помните, что повязка, образно говоря, на глазах завязана вами самими. Вот так хочу сказать. Чтобы избежать острого момента на следующей неделе, просто перестаньте накручивать себя. Реально. Я больше так вот как-то и не вижу. Выход из любой сложной ситуации ближе, чем вам кажется. Нужно просто решиться открыть глаза и сделать шаг. Такое впечатление, что неделя вот с 11 по 17 мая это для вас будет как шахматная доска. Серьезно. А ну давайте-ка я еще вот эту колоду возьму. Вот такой вот аркан. Я хочу по ней еще кое-что посмотреть. Ну, как итог, можно даже сказать. Потом вот туда перейдем обязательно. Угу. Угу.
Смотрите, одиночество, как служанка в этой жизни, расчет деньги, деньги, вечно нужно туда-сюда, а у меня ничего. И последняя карта, как бы закрывая вот эти три основных, да, она идет как ребенок. Вернитесь в то время, не знаю, как же это сказать, вернитесь в ребенка, когда он не думал о том, что может произойти. Реально, это большущая подсказка даже в аркане. Вы одиноки, потому что нервничаете. Реально. У вас одиночество заканчивается. Если вы не одинокие, значит, вы чувствуете себя реально одиноким человеком. Это заканчивается. Вы не одинокий человек. Вы не служанка и не прислуга у кого-то там, да? Вот. И вы человек не тот, который будет содержать или держать этих служанок. Вы наравне со всеми. Расчет, да, бывает расчет, что вас могут кинуть, у вас могут украсть что-то, да, либо вам могут в чем-то не поверить, но это опять же ваши нервы, ваши страхи и ваши слова, которые иногда материализуются. Поэтому сейчас лучше всего сказать: нет, я как ребенок, и у меня все еще впереди. Нет, я как ребенок, и у меня все еще впереди. Это не про меня. Вот так и скажите. Серьезно. Даже аркан об этом сказал. Ну хорошо. Но вообще, да, чувствуется здесь, как будто реально неделя шахматная доска. Эти стихии, да, стихии. Это карта мира. Кульминация, апофеоз и триумф. Вот такие вот названия. Весь мир у ваших ног. О, да. Это да. О, весь мир у ваших ног. Насладитесь триумфом. Вы заслужили его. Наслаждайтесь действительно. Не делайте из себя слишком уж нужного человека для всех. Ну, я не знаю, как еще сказать. Реально так карта. Ну, вы же сами видите. Одна за другой, одна за другой. Вот так. Карта мира и благополучия, победы. Вот это ваша кредо, вот это ваша жизнь. И она с вами. Она с вами. Давайте почитаем гексаграмму. Так. Переразвитие великого называется. Сдержанный и скромный дольше удержит удачу. Сдержанный и скромный дольше удержит удачу. Ну, читаем. Вы чувствуете, что после долгого перерыва вновь полны энергии. Ваши мечты сбываются, а давно забытые дела неожиданно приносят богатые плоды. Ой, это как прям аффирмация. Кстати, в конце расклада я, наверное, скажу какую-то аффирмацию, которая будет сопутствовать, или слово какое-то. Подумаю, и что придет именно, чтобы оно действительно сопутствовало на удачу на всю следующую неделю. Так, богатые плоды. Действуйте, не теряя времени. Судьба благосклонна ко всем вашим начинаниям, и вы можете рассчитывать на хороший урожай. Вот реально, на хороший урожай. Единственное, тут предупреждения были, вы о них уже знаете, но хороший урожай у вас реально впереди. Впереди. В любовных и денежных делах вас ожидает успех. Но берегитесь, чтобы удача не вскружила вам голову. Но это значит, что в иллюзиях не пребывайте уж слишком сильно. Да? Вот типа этого, тоже об этом говорила. Воздержитесь. Нет, что тут за... Да что ж это такое? Тут картинки, которые букву мне закрывают. Одну минутку. Вообще не вижу буквы. Может быть, вы увидите, прочитаете. Так. Возродившись, да? Или что-то типа этого. В общем, вот это вот в голову. Возгордившись. Вот. Тут цветочки такие, что возгордившись, вы рискуете наделать много ошибок и потерять все. Уж извините, что я тут замялась немножко. Так, давайте сначала. В любовных делах
В любовных и денежных делах вас ожидает успех. Но берегитесь, чтобы удача не вскружила вам голову. Возгордившись, вы рискуете наделать много ошибок и потерять все. Будьте сдержаны и скромны. Старайтесь трезво оценивать свои силы, только тогда вы сохраните добрые отношения с окружающими и надолго удержите в руках своих свою птицу удачи. Вот так. Удержите в руках свою птицу удачи, в своих руках. Ну, надеюсь, вы услышали, что тут написано. Вот я даже ближе делаю. Думаю, вам будет видно. Можете сделать скриншот. Вот. И потом увеличить и почитать сами. Да? Может, так интереснее для вас будет. Но это реально подтверждение всего, что уже говорили карты. Так что они совместимы. Значит, энергия полна. Вернее, неделя полна энергией. Энергия недели полна неожиданностей и шахматных ходов. Сейчас я еще вот эту колоду возьму. Я еще по аркану одну карту достану. Он такой интересный аркан. Тени, нет, не одну тогда. Тени прошлого. Опять вот это вот. И любовь. Как в прошлом уже не будет. Неделя перемен, неделя трансформации, можно и так сказать. Это прошлое, это тени уже прошлого. Вы не служанка у этой жизни, и вы не тот, который держит служанок. Да? Вот человек. Вы человек любви и благополучия, такого вот сильного благополучия, весомого, действительно. Вот в вашу жизнь это идет. Эта неделя интересная, очень интересная. Правосудие выходит здесь, да? Нереально выходит как шахматная доска. Сейчас я вам скажу еще. А ну вот это. Не могу... Уже должна закончить расклад, но что-то еще. Это прекрасная карта. Император, сила, дети. Приостановка, жди. У тебя уже все на пороге, как говорится. И высшие силы по шестерке пентаклей. Вот она, кстати. Тебе говорят все как есть. Угу. Знаете, в этой неделе оно как будто перемешано, ну вот еще по Луне и вот этой карте, да, как перемешано на черное и белое. Знаете, белые такие легкие моменты, черные это как нагрузки. Но именно это чередование, оно как будто создает динамику вашей жизни на следующей неделе. Цвет вот этих клеток, он не так важен, как то, вот насколько грамотно вы распоряжаетесь своей энергией. Это реально очень сильная вот энергия сегодняшнего расклада. Она вам так сильно подсказывает, что правильно сделать, чтобы реально получить, не то, что не упустить чего-то там, или там пропустить мимо, или отшвырнуть ненужное, да, а именно вот взять, именно взять. Вот что-то такое, вот дни, да, дни, они как выводят вас на реально финишную прямую, но, как говорю, оно будет ого-го сколько еще у вас. Но здесь наступает время самых точных действий. Важно не распыляться на пустые задачи и не застревать на месте, хотя и Луна выходит. Вот. Но эта неделя требует от вас осознанных ходов. Используйте энергию так, чтобы каждая ситуация работала на ваш результат. После 17 мая начнется уже совсем другая история. Там мы посмотрим, обязательно посмотрим. И знаете, здесь реально хочется сказать, делай свой ход, чтобы получить свое счастье. Делай свой ход, как реально шахматная доска. Все, наверное, хватит. Давайте я вам скажу вот эту аффирмацию для всей недели, которую действительно можете даже в комментариях здесь написать, чтобы она осветила вам или осветила ваш путь следующей недели, да? Либо просто повторите ее. И желательно даже каждое утро, когда вы принимаете какое-то решение, ее сказать или прочитать с бумажки. У вас действительно будет удача. У вас действительно будет удача. Луна — это еще и тайна мысли.
это еще и то, что может реально как слово за слово и реализоваться. А что вы хотите? Хотите счастья. Повторяйте за мной. Я управляю игрой. Весь мир открыт для моего успеха. Аминь, да будет так. Либо просто я управляю игрой. Весь мир открыт для моего успеха. И все. И уже думаете о своих делах. Это важно. Я говорю, я как будто шахматную доску увидела. И темно, и светло. Темное, светлое, да? Вот так. Но по всему раскладу вы здесь справляетесь. И реально вы выходите на что-то очень интересное. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное, преогромадное. Оставайтесь со мной, посмотрим в следующих раскладах. На Ютубе, не забывайте, только на Ютубе, что карты еще будут вам подсказывать. Может быть, какую-то встречу, может быть, какие-то люди или даже ангелы хотят вам что-то передать. И да, я призову энергию силы, которая будет вас как-то защищать, да, или сопровождать к хорошему. Я только хорошая. Хочу, чтобы здесь было, и вы это брали. Угу. Только на Ютубе. Все, на сегодня все. Счастья огромное, преогромное. Жду вас на следующем раскладе. Увидимся, услышимся.